Всем привет! Вы на канале Freaking New York, с вами Влад, и здесь я рассказываю про все самое прикольное, забавное, удивительное и секретное в городе Нью-Йорк. Ни для кого не секрет, что США это страна с одной из самых развитых экономик мира, но в то же время здесь тысячи бездомных. Как же так получилось? Давайте разбираться. Ну а прежде чем мы начнем, подпишись на канал, включи уведомления, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а мы начинаем. 3, 2, 1, let's go! И правда, если обратиться к статистике, то Нью-Йорк стоит на первом месте в мире по количеству миллионеров и миллиардеров, проживающих в одном городе, что автоматически делает его самым богатым городом мира. Но в то же время статистика говорит, что Нью-Йорк занимает первое место в Америке и второе место в мире, уступая лишь филиппинской Маниле по количеству бездомных. Далее идет Лос-Анджелес. И несмотря на то, что население Лос-Анджелеса более чем в 2 раза меньше, чем в Нью-Йорке, количество бездомных практически такое же, что в процентном соотношении ставит его на первое место. И это неудивительно, ведь благодаря комфортным природным условиям Лос-Анджелеса быть бездомным там легче, чем в Нью-Йорке. Как же так получается, что в самых богатых городах мира такое количество бездомных? Тут сразу несколько факторов играют в пользу этого. Во-первых, чем город богаче, тем больше в нем возможностей. Чем в городе больше возможностей, тем больше людей хотят попасть в этот город. Чем больше людей хотят попасть в один и тот же город, тем выше конкуренция. И тут уже работает базовый принцип экономики. Спрос рождает предложение. Чем больше людей претендуют на одну и ту же квартиру, тем дороже она будет стоить. Чем больше людей претендуют на одну и ту же рабочую позицию, тем легче работодателю не повышать заработную плату. Ну а если тебя что-то не устраивает, тебя без проблем могут заменить на того, кого все устраивает. В такую ловушку сейчас попадают нелегалы. Либо люди, у которых нет документов на работу в США. Либо же люди с недостаточной квалификацией. Из-за чего они не могут претендовать на что-то лучшее и более высокооплачиваемое. И как результат, цены на арендную плату растут, цены на продукты питания растут, на всякие услуги растут, а твоя зарплата нет. Вот люди и не справляются. Эта проблема очень сильно обострилась во время ковида, так как многие люди потеряли работу и, будучи неспособными найти новую работу, оказались неспособными заплатить за аренду жилья и были насильно выселены на улицу. И несмотря на то, что арендодатели не имели на это права, они все равно выселяли людей, так как те не составляли договор аренды при заселении. Более подробно я рассказываю об этом в своем видео, посвященному аренде жилья в Нью-Йорке. Посмотрите его, и оно поможет вам не стать бездомными, даже если вы не живете в США, так как некоторые принципы аренды жилья работают одинаково во всех странах. Выселение, потеря работы, неадекватное оценивание своих финансовых возможностей – это не единственные причины, почему люди оказываются на улице. Иногда люди уходят на улицу, потому что хотят избежать насилия в семье. Да, такое бывает, что спать в подземном переходе безопаснее, чем у себя дома. Так, например, такое случается в семьях, где один из членов семьи злоупотребляет наркотиками или алкоголем. И это не шутки. Во время белой горячки алкоголику видятся галлюцинации. Он видит образы и слышит звуки, которых нет. Его это пугает, он может схватиться за нож. И кто знает, чем закончится вечер в такой семье. А про наркоманов я вообще молчу. Кстати, из-за наркоманов страдают и сами наркоманов. Некоторых выселяют, а некоторые ради дозы готовы пойти на все. Даже отдать свою собственную квартиру. И, как вы понимаете, кто-то из всех этих валяющихся людей, возможно, в скором времени умрет. А кто-то, возможно, уже мертв. Да, это суровая реальность. И да, это обратная сторона жизни в городе миллионеров. Вы наверняка задаетесь вопросом, так а почему никто им не помогает? Почему люди просто проходят мимо? Почему никто на них не обращает внимания? Тут все очень просто. Во-первых, вспомните себя. Как часто вы спрашиваете у человека в подземном переходе, почему он там валяется? Особенно, если от него плохо пахнет. Особенно, если он лежит в грязной и рваной одежде. По большому счету, большинство из нас будут думать, что это обычный наркоман или
алкаш, который сам себя довел до такого состояния. И это не наши проблемы. Ну а в Нью-Йорке с этим все даже сложнее. Как вы знаете, США — это страна свободы. Одним из главных ее символов является статуя свободы, и люди здесь так сильно привыкают к чувству свободы, что могут делать практически все, что угодно, зная, что их не осудят. Даже лечь спать посреди дороги. Как-то раз на 34-й станции метро, это на Манхэттене, я видел женщину, которая лежала посреди спуска к платформе в чистой одежде. На нее никто не обращал внимания, все обходили ее стороной, некоторые даже переступали ее. И я подумал, может быть, с ней что-то случилось, может быть, ей нужна помощь. Подошел, попытался получить какую-то реакцию, реакции не было. Проверил ее пульс, она жива. Попытался ее разбудить, она проснулась и послала меня на... И все потому, что я помешал ей спать. Да, она просто легла спать посреди спуска к платформе, потому что она живет в свободной Америке и имеет на это право. Отсюда мы плавно приходим к тому, что не все те люди, которые напоминают бездомных, на самом деле бездомные. Даже если они спят в общественных местах, даже если они спят в странных позах, даже если они спят в грязной, рваной и вонючей одежде посреди дороги, перекрывая людям проход, вполне возможно, что они легли туда отдохнуть, потому что им так захотелось в свободной Америке. Более того, не стоит забывать, что люди, ищущие финансовой свободы, приезжают сюда из других стран. Из таких стран, как Никарагуа, где среднемесячный доход неплохого специалиста примерно $300. Здесь же, в США, делая даже самую грязную, самую низкооплачиваемую работу, ты без проблем можешь заработать $500 в неделю. И, как вы понимаете, это совершенно другие деньги. Поэтому большая часть денег, заработанных здесь, идут обратно в их страны. Но в то же время нужно позаботиться еще и о себе. И, как вы понимаете, многие из этих людей вынуждены работать на 2 и более работах. Это изматывает настолько, что у тебя не остается времени даже на жизнь. Ты постоянно работаешь. А иногда вырубаешься в любом месте, где появилась возможность просто присесть. Такой образ жизни не только физически изматывает, но и приводит к психологическим расстройствам, а как следствие к неоднозначным решениям, таким как прилечь поспать в общественном месте или начать использовать наркотики, чтобы немножко расслабиться. Но, как нам известно, наркотики очень часто усугубляют психические расстройства, а иногда психические расстройства могут быть настолько серьезными, что человек перестает быть способен выполнять какую-либо работу, да и в принципе быть частью нормального социума. И как следствие, оказывается на улице. Вам, наверное, интересно, пытается ли как-то государство помочь бездомным и наркозависимым. Но, во-первых, все бездомные имеют право на пособие как малоимущие, и им даже не надо подтверждать свое место жительства. Во-вторых, в городе существует огромное количество так называемых банков еды, найти которые вы можете, позвонив по номеру 311, где вам расскажут, когда они работают и где можно найти ближайший склад еды. Забавно, что на этом скриншоте последнее предложение гласит, что право на бесплатную еду имеет любой, вне зависимости от его миграционного статуса и финансового положения. Более того, в городе существует огромное количество негосударственных программ предоставления еды. Энтузиасты со всего города собираются в небольшие группы, сами за свой счет покупают еду, готовят ее и раздают всем желающим, кто пришел. Учитывая, что они не смотрят на ваше финансовое положение, я прям представляю, как кто-нибудь подъезжает к банку еды на новеньком Мерседесе S-класса, паркуется, становится в очередь, получает бесплатную еду и никто не задает ему никаких вопросов. В общем, голодными вы здесь точно не останетесь. Более того, The National Alliance to End Homelessness посчитал, что правительство США тратит на бездомных более $51 миллиарда в год. И, как вы понимаете, эти деньги идут не только в банки еды. Так, например, в Сан-Франциско во время ковида правительство раздавало всем бездомным с той или иной наркозависимостью бесплатно алкоголь и марихуану с целью, чтобы те оставались в выделенных для них отелях и не распространяли болезнь. Но это еще не все. Так, например, в Нью-Йорке, вот вам новость от 6 мая 2022 года. В Восточном Бронксе есть специальный центр, где любой желающий может накуриться, нанюхаться или даже уколоться. Бесплатно.
и более того, под медицинским контролем. Для чего это делается? Ну, как мне кажется, для безопасности. Да, как бы странно это ни звучало, но наркозависимый в состоянии ломки более опасен для общества, нежели чем наркозависимый в состоянии умиротворенного овоща. Лежит себе, никому не мешает. Что еще правительство США делает с бездомными? Существует очень популярное мнение, что управляющие органы Лас-Вегаса и Нью-Йорка втайне высылают бездомных на Гавайи, и якобы они не должны возвращаться обратно. В то же время, бывший мэр Нью-Йорка Билл де Бласио утверждает, что его специальной программой поддержки, которая высылает семьи бездомных на Гавайи, воспользовались лишь один раз. А самое интересное во всей этой ситуации то, что бездомные по прибытии на Гавайи могут бесплатно получить билет, чтобы улететь обратно на материк. И им прям там в аэропорту говорят, что если у вас нет ночлега, мы вас либо арестовываем, либо же вы летите обратно. И последнее, что хотел бы рассказать, это то, что некоторые бездомные те еще аферисты. Они сидят в общественных местах с жалким несчастным видом, особенно в плохую погоду. И казалось бы, ну, если такой сильный ливень, зайди ты в подземный переход, подожди там пару часиков, потом выходи и проси помощи. Но нет, друзья, они это делают целенаправленно, потому что это психология. Люди, которые проходят мимо, просто не могут им отказать, поскольку они сами прекрасно ощущают, каково это не иметь крыши над головой в такую ужасную погоду, и дают свои деньги. Но ирония в том, что у многих из них есть крыша над головой, а многие из них даже имеют работу, а это, так сказать, хобби. Ну, чтобы немножко подзаработать денег. И я скажу вам более того, некоторые из них настолько увлекаются, что реально уходят с нормальной работы, потому что подчиняться кому-то для них это слишком унизительно. А ходить по общественному транспорту, рассказывать свою печальную историю и клянчить деньги – это нормально. Что ж, дорогие друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Я надеюсь, оно было интересным и полезным для вас. Если да, подпишись на канал, включи уведомления, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь, скоро увидимся. Пока!